Как выбирать авокадо при покупке? В этом видео как отличить зрелый авокадо от незрелого, чем опасен незрелый плод и чем полезен спелый авокадо, как ускорить созревание плода, польза и вред кожуры и косточки авокадо. Канал Здоровее. Плод авокадо – это ягода, а спелость любой ягоды определяется по мягкости. Но опираться только на этот фактор не стоит, так как даже умеренная мягкость может оказаться незрелостью, переспелостью или даже гниением изнутри. При покупке смотрите на черенок. Он должен достаточно легко отделяться, но при этом не отваливаться самостоятельно. Если отваливается, это первый признак гниения. Цвет плода под черенком должен быть светло-желтого, немного зеленоватого цвета и ни в коем случае не темным. Какие сорта бывают? Авокадо – звезда среди плодов. Существуют сотни сортов разных форм, размеров, цветов, вкусов и текстур. Самые популярные и присутствующие на прилавках – это Хас, Фуэрте, Эттингер, Пинкертон. Хас – черная кожура, круглая форма и небольшой размер косточки, нежная маслянистая текстура, мякоть желтого цвета и слегка ореховый вкус. Хас легко транспортировать, он отлично дозревает, редко портится и чернеет. Это самый надежный сорт. Сезон круглый год. Привозят из Кении, Израиля, ЮАР, Мексики. Фуэрте – зеленая кожура, вытянутая форма, косточка, как правило, небольшая. Этот сорт имеет более травянистый вкус, более нестабилен в дозревании, мякоть бело-желтая. Сезон – лето и осень. Эттингер – тонкая зеленая кожура, каплеобразная форма, но очень большая косточка. В этом существенный минус этого сорта, потому что вес плода достаточно большой. Получается 200-250 граммов. Мякоти в нем немного, а косточка внутри быстро начинает обрастать белым налетом, из-за чего сам плод теряет вкус и превращается в картошку. Сезон с сентября до января. Пинкертон. Пупырчатая кожа, маленькая косточка, цвет у косточки желтее и светлее по краям, грушевидная форма. Кожа легко отделяется, как и у Хаса, при этом вес обычно больше. Сезон – осень-весна. Бывают и более экзотические сорта класса премиум, которые можно найти, например, на рынках вроде Усачевского или Даниловского в Москве. Семиль 34. Очень вкусный, овальная форма, чаще похож на шар. Вес одного плода до килограмма, а чистой мякоти порядка 65-70%. Очень важно, что, несмотря на то, что сорт из жаркой доминиканы, он морозостойкий, то есть можно хранить долго и ему ничего от этого не будет. Имеет несколько стадий созревания и от этого меняет вкус. Готовый семиль имеет свежий фруктовый вкус, сочный. Если ему перезреть, он станет один в один как Хас, то есть маслянистым, появится ореховый вкус, мякоть станет ярко-желтой. Королевский черный авокадо. Его поставляют из Бирмы и Вьетнама. Этот сорт очень похож на гигантский Хас. Черная плотная кожура и необыкновенная мякоть. Форма идеального шара и небольшая косточка. Мякоть имеет канареечно-желтый цвет. Сезон очень недолгий – декабрь-март. Что делать с неспелым авокадо? Найти на прилавках спелые авокадо не всегда легко. Реальность такова. Чаще всего мы покупаем твердый авокадо и ждем его дозревания. Как ускорить этот процесс? Например, в ресторанных блоках заказывают авокадо большими партиями. Этот сектор очень заботится о том, чтобы вкус авокадо не испортился, поэтому к процессу дозревания подходит ответственно. Самый надежный способ – положить авокадо в крафтовые пакеты или бумагу и убрать в темное место с комнатной температурой. При этом созревание ускоряется на 2-3 дня. От прямых солнечных лучей авокадо может затвердеть и почернеть. Темный цвет – признак зрелости. У тропического плода есть одна закономерность – цвет кожицы меняется пропорционально его созреванию.
Чем спелее мякоть, тем темнее кожурка. Так что коричневое авокадо не признак испорченности, а показатель спелости, в отличие от светло-зеленого цвета. Если оттенок светло-зеленый, значит авокадо еще не созрел. У некоторых сортов экзотического фрукта, а в природе их существует более 400, кожица не сильно темнеет. По мере созревания она приобретает темный изумрудный цвет. Можно ли есть незрелый авокадо? В мякоти, косточке и кожуре фрукта содержится токсичное вещество персин. Он проникает в тело плода авокадо из семени. В основном эффект персина у человека проявляется в виде аллергической реакции. На данный момент анализ крови на аллергию не показывает, чем вызваны красные чешущиеся пятна экзотической формы на теле человека, если ему в организм попал персин. Врачи будут уверять, что вы не аллергик, а эти пятна, скорее всего, коронавирус или ревматоидный артрит. Но не дерматология точно, так как грибов при соскобе с кожи не обнаружено. И если человек отделается аллергической реакцией, то животное от персина может умереть. У меня кошка очень любит огурцы и авокадо. Такие гурманки, вероятно, не только у меня дома. И здесь очень важно ненароком не убить кошку. Зеленый авокадо по вкусу похож на траву или сырую тыкву, а когда созреет, плотная мякоть приобретает кремовую консистенцию, сливочно-ореховый вкус, сочность, становится максимально полезным для здоровья. У неспелых плодов мякоть твердая, и извлечь косточку не всегда получается с первого раза, иногда только при срезании ножом. Признаки спелости, о чем не сказано в начале видео. Степень свежести тропических плодов определяют не только по цвету кожицы и вкусу мякоти. Есть и другие внешние признаки. Цвет черенка. У фруктов, готовых к употреблению, он светло-коричневого цвета. При нажатии на основание ножка слегка продавливается. Темно-коричневый черенок характерен для переспелого продукта. Вмятина образуется и на самом фрукте, если слегка надавить на него. Через пару секунд она разглаживается. Такой плод можно есть. Если вмятина не исчезла, значит плод перезрел настолько, что внутри уже превратился или превращается в кашицу. Кожурка у спелых фруктов снимается легче. Она морщинистая, неровная, но без пятен и повреждений. На российском рынке есть сорта с гладкой кожицей, но и на них не должно быть внешних дефектов, характерных для испорченных плодов. Если немного потрясти авокадо над ухом, будет слышен стук косточки. Стук – показатель спелости. У зеленых фруктов косточка не стучит. Авокадо с мягкой маслянистой мякотью нужно есть сразу, так как хранится он недолго. Если покупать с запасом, то лучше выбирать неспелые фрукты. Дома при комнатной температуре они дойдут до нужной кондиции за 3-4 дня. Чтобы ускорить процесс, рядом с авокадо кладут бананы. Существуют и способы, с помощью которых процесс созревания ускоряется до 10 минут, но вкус при этом изменяется, и авокадо не похож сам на себя. Например, подогреть в микроволновке или духовке. Также можно оставить дозревать разрезанные авокадо. Но при контакте с воздухом мякоть темнеет и приобретает совсем непрезентабельный вид. А вот если сбрызнуть сверху разрезанный плод соком свежего лимона, это замедлит процесс окисления и потемнения. Если авокадо потемнел на воздухе, есть его можно, как яблоки и бананы. Там происходят те же реакции и процессы. Если вы разрезали авокадо на две половинки, чтобы понять, спелый он или нет, и обнаружили, что плоду хорошо бы еще позреть немного, то лучше соединить половинки вместе, не вынимая семя, положить в пластиковый пакет или герметичный контейнер и отправить в холодильник на 2-3 дня. Иногда мякоть и кожица темнеют по другой причине, когда фрукт сильно переспел или гниет изнутри. Есть его, конечно, нельзя. Польза авокадо. В нем содержится калий, натрий, железо, магний, медь, йод, клетчатка, витамины С, А, Е, К, группа В, в том числе фолиевая кислота, аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, в том числе алииновая кислота, антиоксиданты, афродизиаки.
Авокадо и его косточка способствуют выработке гормона счастья – серотонина. Но косточку из-за персина лучше не применять, только наружно, то есть добавляя в дома изготовленный крем, в домашний крем, молочко для тела, маски. Для тела будет масса положительного. Плюс, если у вас, не дай бог, артрит или артроз, косточка снимет боль, так как обладает обезболивающим эффектом и оказывает противовоспалительные действия, а также помогает в выработке эластина. Поэтому косточка авокадо эффективна в борьбе с прыщами. Важнейший антиоксидант глутатион – природный антибиотик, борющийся с грибами кандида, обладающий бактерицидным и обеззараживающим свойствами и который показан тем, у кого есть проблемы со зрением, содержится в косточке авокадо. Сам плод, конечно, прекрасно подойдет для устранения депрессии или ее симптомов, или просто для поднятия настроения из-за серотонина. А антиоксиданты, содержащиеся в авокадо, поддерживают нормальную работу сердца, предотвращая различные недуги, прочищают сосуды от плохого холестерина. Также их заслуга заключается в разглаживании морщин, ведь эти вещества способствуют выработке коллагена, а это первый путь к омоложению кожи. Авокадо – борец с раком. Среди других фруктов он занимает первое место. Благодаря высокому содержанию флавонола создается противоопухолевое действие. А Vacation Bee приводит к саморазрушению лейкозных клеток. У авокадо низкий гликемический индекс, не более 10. А в композиции с высоким содержанием алииновой кислоты это просто необходимый фрукт для страдающих диабетом. Улучшается работа ЖКТ. Особый вклад принадлежит клетчатке. Но антиоксиданты и другие вещества способствуют заживлению язв. Также авокадо поможет при запорах или же устранит симптомы диареи. Это помощник и для иммунной системы. Необходимые элементы справятся и с вирусными, и с простудными недугами. Поэтому в эпидемию гриппа крайне важно употреблять и косточку, и саму мякоть в пищу. Несмотря на большое содержание жиров, это незаменимая вещь для тех, кто старается сбросить вес. Весь секрет в том, что снижается уровень глюкозы в крови и появляется ощущение сытости, а это уже половина дела на пути к снижению веса. Придается бодрость и активность. Заряд энергии и бодрости получает весь организм, в том числе и мозг. Поэтому авокадо следует включить в рацион тем, у кого напряженная мозговая деятельность. Авокадо поможет предотвратить страшное, опасное и до конца неизученное заболевание – эпилепсию. А еще это будет натуральным лекарством от астмы. Также авокадо регулирует работу щитовидной железы. Вред авокадо. К сожалению, этот замечательный плод совсем не полезен для кормящих мам. Он уменьшает выработку молока. Также авокадо пагубно отражается на здоровье печени из-за большого количества эфирных масел. Если съесть семя, то возможно расстройство желудка, тошнота или же рвота. Возможны опухание слизистой и языка. Это очень опасный симптом, поскольку может вызвать удушье. С одной стороны, авокадо помогает сжигать жир, но в то же время это очень калорийный фрукт, поэтому употреблять его нужно в меру. Будьте здоровее с нашим каналом!